А я бы хотел обратиться, может быть, к даже не диаспоре евреев, а вообще в еврейской, а просто ко всем, кто нас слушает, всех национальностей. Может произойти настоящая новая катастрофа, потому что никуда ни антисемитизм, ни животные идеи погрома не уходят. И... Увы. Да, увы. И в этой связи вот есть два варианта. Один вариант, как мы можем поступить, зная об эту информацию. Мы можем покричать, как это плохо. Мы можем сделать конференции, мы можем сделать обсуждение с использованием специально обученных евреев, русских и прочее. Мы можем кричать. И мы можем действительно что-то... Второй путь, мы можем что-то предпринимать и быть реалистами. Да? И вот я все-таки за второй путь. И в этой связи я хочу процитировать очень известную, да, вот эту почти уже поговорку, которую вы произнесли, и расшифровать, что действительно делают Троцкий революцию, то есть делают, значит, да, Троцкий, а расплачиваются Бронштейны. В 17 году, ну, около 17 года в России, и, кстати, я вам хочу сказать, в Европе, жило много миллионов евреев, которые, черт возьми, трудились. Вот они трудились, они работали каждый день, работали дико тяжко. Это не только те, кто чернорабочий и ТВ-молочник, это и те, кто работали в театре. Поверьте мне, как режиссеру, это тяжелая работа. Те, кто работали учеными, историками, переводили со многих языков круглые сутки, без ксерокса, без телефона, переписывали от руки архивные данные всех стран. И без Google переводчика, да, трудились. И вот были еще несколько, не десятков и не тысяч, а сотен, несколько сотен, значит, товарищей, которые сотворили, свернули, своротили, использовали, да, все проблемы, которые были в российском государстве, где жили русские и правили немцы, они все это действительно использовали путем своих интеллектуальных, так сказать, способностей, знаний и прочего, огромной животной энергии, да, они себя не отождествляли ни с евреями, ни с русскими, они ненавидели, в принципе, они ненавидели всех окружающих, они ненавидели не только дворян, они ненавидели вот чистый такой образ жизни, ненавидели все эти памятники, особняки, просто не переносили, хотя потом неплохо жили. Вот. Дело в том, что Горький, мало кто забывает, что такое Горький, это потрясающая, драгоценная дворянская усадьба, где Ленин жил, и почему вот мы на всех картинных фотографиях видим, почему-то Ленин на белых чехлах сидит. А почему на белых чехлах? Потому что эти белые чехлы прикрывали карельскую березу и красное дерево. Самые дорогие породы дерева, мебель начала 19 века, которые я, как коллекционер, знаю, сколько это стоит. И так далее. Так вот, те, кто приехали в пломбированном вагоне, своротили, уничтожили, разрушили все, что можно, используя проблемы, которые, да, были объективные, но без их сумасшедшей энергии ничего бы этого не было абсолютно точно. И дальше покатился ком, который мы до сих пор вот это все хлебаем. То, что сегодня мы имеем проблемы, это абсолютно исходит из этого 17 года. Вирус, который СССР потом вбросил через ГРУ, через всех в США, ведь то, что происходит в США, это все в том числе и было вброшено на деньги несчастных нищих совков через ГРУ, через псевдоинтеллектуалов и во Франции, через там всяких, значит, Эльза Торриале и прочее, эти, так сказать, левые идеи вливались в институты, в прессу, в университеты. Поэтому и действительно, а расплачиваются кто? Расплачиваются все, в том числе и евреи. Я вам хочу сказать, что сегодня, когда огромное действительно количество, вы сами это сказали, я не хотел даже этого говорить, огромное количество евреев в США открыто участвует именно, а у них же, черт возьми, есть талант, они умеют писать, болтать лучше, чем, пропуская матерное слово, русские. Уж как вы умеете писать и говорить, это никто так не умеет и говорить, понимаете? Поэтому, слушайте, у нас русские пишут, газета «Завтра», «Послезавтра» и прочий бред, вот так пишут, только эту ахинею никто не читает. Ваши умеют, и они строчат вот такие тексты с двукоренными словами, и это заметнее, и это опаснее. Поэтому... Потому что они делают это достаточно
к сожалению, талант. Так я ж про это и говорю, да. И умно, и умно. Квази-умно, что это выглядит псевдоинтеллектуально, это выглядит по, так сказать, по рисунку, по, так сказать, структуре филологической. Конечно, конечно, они образованные, понимаете. Вот, и это опасней, это гораздо опаснее. Такие образованные. Совершенно верно. Этих-то мы же тоже пишем, но кто же эту хинею читать будет? А когда-нибудь какая-нибудь ваша, не буду называть фамилию на букву А, ляпнет, да, все. Поэтому, да, и поэтому это, поверьте мне, это взращивает антисемитизм. Это пестует антисемитизм, потому что я это слышу от людей не примитивных. Я это читаю в комментариях к постам, к твитам, постам, и потом читаю комментарии евреев, говорят, удалите эти комментарии. Я говорю, ну я буду всю ночь сидеть, удалять эти комментарии, или, может быть, как-то вы попросите своих тоже поумнее иногда себя вести. Да? То есть есть проблема. Вот то, о чем я говорю, кстати, на всех встречах с попами про РПЦ. Я говорю, ребята, мы, ученые, интеллигенция, не сможем вас спасти от русского народа, который вы доведете, как вы довели, уже в 2017 году. Вот тогда, ведь, допустим, тот же Павлов, академик Павлов, он был атеист, но он пытался спасти священников, а он ничего сделать не смог. Потому что доведенные мракобесием, доведенные жадностью, доведенные дуростью народ, он просто взбеленился, и это уже как раз тут не евреи, а уже русские сбрасывали с колоколен, да, попов? Поэтому так сейчас и здесь. Я объясняю попам, я говорю, то, что вы сейчас творите, вы делаете дубль 2. Вы делаете дубль 2. Сейчас я также, как вопиющий среди пустыни, говорю, ребята, вот обращаясь к некоторым вашим нерадивым коллегам, да, ну замолчите немедленно, перестаньте копать себе могилу. Я же пытаюсь, меня не слышат, говорят, что ой, какой плохой. Я говорю, я пытаюсь спасти. То же самое, я говорю, пытаюсь объяснить горцам. Я говорю, вот смотрите, откройте Facebook или Instagram горца. Это пистолеты, это автоматы, ножи и качалки. К чему это приведет? А потом они будут бегать по Европе, говорить, что они несчастные. Абсолютно. Понимаете? Поэтому есть два пути. Один, мы можем созывать круглые столы, конференции, симпозиумы и кричать и отмечать праздники. Особенно у нас любят отмечать праздники, там, когда много погибло людей. Это у нас праздники. Это один путь. Я вопию, я просто ору, потому что я пишу сначала и спокойно, академически, все академично, но уже, ну как, кому, у меня огромный оперный голос, но бессмысленно кричать, остановитесь, вы наработаете себе то, что уже было. Опять въедем ровно в 17-й, опять въедем в войну с горцами, опять въедем в, так сказать, сбрасывание попов с колоколен, потому что ничему не учатся. Но когда бурбоны вернулись во Францию, Толеран сказал, что они ничему не научились. Да, к сожалению, из уроков истории никто выводы не делает. И вот этот вот национальный вид спорта в очередной раз наступить на грабли, это присуще, к сожалению, и евреям в том числе. Это правда. И поэтому сейчас, я просто закончу уже эту мысль, не хочу к ней возвращаться, когда я смотрю, как наши уроженцы России, которых я считаю, если ты родился в России, для меня это россиянин, русский человек, да? Вот пресса, которые называют себя, ну они сами себя отождествляют, но они русские, но они евреи, приезжают специально на выборы в США, в том числе, вы знаете, с «Эхо Москвы», с «Дождя» и так далее. И не просто освещают, нет, они официально пишут, что они хотят участвовать в этом процессе, чтобы победил Байден, чтобы ни в коем случае не победил Трамп. Дальше они, будучи гражданами России, поддерживают снос памятников отцам-основателям США, вмешиваются в дела чужой страны. Вопрос, что они хотят вызвать?